Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости, какие ключевые события и, соответственно, как это повлияет на движение ключевых активов доллара, нефти, золота, рубля сегодня в течение дня. Так, сегодня вроде бы везде пишут, что в Китае праздники закончились. Сегодня же вышел индекс деловой активности в секторе услуг от Китая от Caixin. Здесь исключительный позитив, прирост почти на 10%, предыдущий был 46% в зоне депрессии, и сейчас он 53%, то есть более 50%, и такой значительный прирост. Я не знаю, что там произошло. Может быть, с вертолета начали деньги разбрасывать, может быть, еще что-то. Посмотрим, как там будут развиваться события. Пока что, если рассматривать в целом динамику движения, все идет в рамках нисходящего тренда. То есть здесь единственное, там может быть за праздники, может быть до праздников, какие-то меры предприняло китайское правительство, которое оказало благоприятное воздействие на сферу услуг. Либо поменяли методику расчета, такое тоже бывает. И китайский индекс открывается сегодня с волной оптимизма, с гэпом вверх. Действительно, если такие изменения произошли на самом деле в PMI, чего бы ему не открыться с гэпом вверх. Я, конечно, пока не уверен, насколько актуальны и соответствуют действительности эти изменения в индексе PMI от Caixin. Посмотрим. Следующий месяц покажет, когда будут данные повторные. На текущий момент то, что произошло для рынков и для российского рынка, это достаточно позитивно. И по Китаю, судя по всему, на следующей неделе мы получим движение в рамках этого консолидационного диапазона к уровню 5050. Так, друзья, Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Здесь ситуация указывает на то, что все будет развиваться по сценарию 2008 года, потому что здесь уже произошло закрепление выше уровня 4700. И сейчас весьма вероятно должно быть движение наверх с целью переписать вот этот максимум, который был достигнут в 2007-2008 году. О чем это говорит? Это говорит о том, что весьма вероятно аналогичным образом будет переписано и commodities. Золото уже переписано, там с ним посмотрим, отдельный разговор. Но нефть, газ и серебро, для них открыты все врата в ближайшее время. И опять же, с точки зрения диалектики развития кризиса, мы в 2020 году получили в марте кризис, хотя в марте кризисов не было. Соответственно, обычно рост бывает весной. То есть здесь цикл сменился, и вполне может быть так, что в этом году, до конца этого года, мы можем, как бы это безумно и фантастично не звучало, увидеть переписывание исторических хаев 2008 года. По крайней мере, динамика движения в индексе морского фрахта указывает на то, что такая вероятность, она достаточно значительна. Так, друзья, далее VIX. VIX указывает на то, что банкет, судя по всему, будет продолжаться. Он стремительно идет к 18,5, и закрытие недели ниже 18,5 означает, что весьма вероятно дальнейшее движение в октябре будет только вверх по фондовым индексам. Так, друзья, далее S&P 500. Здесь сегодня это SFD на фьючерс. Скорее всего, будет консолидационное движение, по крайней мере, до открытия Америки. Потом наиболее вероятно будет какой-то рост и, соответственно, закрытие недели где-то на текущих уровнях в районе 4400. Здесь стандартная пятничная ситуация, что по факту того, как всю неделю развивался определенный тренд, в пятницу обычно фиксирует позиции. Но еще такой момент. Обычно это не значит всегда. Могут быть отклонения. Например, когда идет большой приток или отток капитала. Так, друзья, далее давайте к календарику вернемся. У нас на сегодня на 9 утра баланс счета текущих операций Германии и объем экспорта-импорта. Экспорт минус импорт, баланс счета. Меня конечно, несколько удивляет, почему сайты, которые макроэкономическую информацию, статистику дают, они тому, что связано с балансом счета текущих операций, не только Германии, почему-то присваивают одну звезду. На самом деле это критерий очень существенный. Он влияет
во-первых, на курс национальной валюты, во-вторых, на состояние экономики, он ее отображает. Если у вас начинает падать баланс текущих операций, то это означает два момента. Либо вы стали развитой страной и начали экспортировать свой долг, либо у вас что-то не то, экспорт падает, импорт либо не меняется, либо растет. Это говорит о том, что их экономика входит в фазу турбулентности. Так, друзья, сегодня достаточно важный день, потому что выходит статистика, которая является краеугольным камнем политики ФРС, американского Центробанка. Но там он не Центробанк, там он именно ФРС, то есть банк, который выполняет регулирующую функцию, он ни за кем не надзирает, он регулирует, чтобы экономика работала. Это наиболее правильный подход. Так, сегодня выходят данные средней почасовой заработной платы и изменение числа занятых вне сельхозсекторе. То есть сегодня как раз выходит вся необходимая статистика в 15:30, уровень безработицы, то, что связано с доходом, которое является краеугольным камнем политики ФРС, и в зависимости от изменения занятости и оплаты труда ФРС регулирует свою политику в части процентных ставок и выкупа активов. У нее ориентир на эти показатели. Инфляция, она является просто дополнительным индикатором, дополнительным инструментом для того, чтобы обеспечивать высокую занятость и высокую оплату труда. И более ни для чего ФРС инфляция не интересует. Соответственно, в этом году мы с вами убедились, что ФРС, он достаточно гибко подходит к инфляции, и если она решает текущие задачи по росту экономики, росту благосостояния, они закрывают на нее глаза. Но проблема заключается в том, что инфляция, когда начинает расти, она, исходя из исторических параллелей, она часто выходит из-под контроля. Сегодняшние данные в части безработицы и оплаты труда, изменения, они во многом покажут, как будет строиться до конца этого года политика ФРС в части не начала сокращения выкупа активов. Разумеется, пока об изменении процентных ставок речь не идет. Так, друзья, далее возвращаемся к графику нефть. В нефти сейчас идет консолидация на хаях, и сегодня будет решаться вопрос, будет не будет пробитие 83,5. Собственно говоря, цель 84, по-моему, Goldman Sachs заявлял. Но если я не ошибаюсь, это, по-моему, было по WTI. Соответственно, для Brent это где-то в районе 87. А вообще в случае пробоя 80 у Брента цель движения 94,100. Судя по движению динамики Baltic Dry и по тому факту, что избыточная денежная масса в течение, по крайней мере, 2-3 месяцев никуда не денется, с учетом прохождения турбулентности по пролонгации американского долга, с учетом того, что Китай вроде как пока разрулил со своими застройщиками, проблема никуда не делась, то есть вероятность того, что до конца года состоится шортовый вынос, и мы увидим исторические перехаи и по нефти, и по другим активам, которые пока что не успели надуть как пузыри. Так, друзья, то, что касается часового таймфрейма и торгового плана по нефти, что тут у нас возникает на текущий момент, вот в течение буквально 1-2 часов, если не будет пробития 83,2, то весьма вероятно мы отсюда получим коррекционный откат с целью движения на 81,65. В том случае, если будет удержание значения 80,9, если движение вниз продолжится, то это придет к тому, что здесь после набора позиций пойдет повторный рост с целью тестирования и пробоя вот этого значения прекрасного 83,5 и движение в район 86-86,4. Вообще, закрытие дня сегодня мне представляется где-то в районе 79,8-80,5 в этом диапазоне, потому что под конец недели обычно развивается фиксаж прибыли. Так, друзья, далее золото. Здесь такой небольшой, совсем крошечный разворотик. Вот у золота четко виден сейчас уровень, который проходит в районе, первый уровень локальный 1750,5, это SFD на золото. И, соответственно, следующий уровень, он в районе 1746-1747.
Вот здесь наиболее вероятно будет сейчас консолидация и попытка отскока на 1764-1765. Если здесь сейчас возникает пробой, следующая цель движения находится вот здесь, вот в этом диапазоне. По золоту достаточно позитивный у меня взгляд, потому что если пузыри надуваются, золото всегда за обеими руками. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, месячный таймфрейм. Здесь у нас час X. Если возникает пробой значения, которое было достигнуто в июне 71,5, 71,4, то мы получаем укрепление рубля, у которого цель движения будет в районе 68,4, 68,3. Вот сюда, вот к этим значениям. Это месячный таймфрейм по рублю, рубль-доллар. Но если здесь пробоя не будет, то нас ждет консолидация и, соответственно, отскок доллара с целью движения 1.7375. Так, друзья, дневной таймфрейм. Здесь у нас, судя по всему, как произошло открытие, нас сегодня ждет либо консолидация вот здесь вот на достигнутых значениях, либо попытка отскока. Особой позитивной динамики в рубле против доллара я не наблюдаю. Вот это все движение, которое идет, это просто детский сад по сравнению с размером платежного баланса и с ценами на энергоносители. То есть при таких ценах и таком платежном балансе рубль-доллар должен быть в районе 30 рублей. Соответственно, вот эта вся разница, это получается следствие неэффективной работы экономики. Так, друзья, переходя к часовому таймфрейму, смотрите, здесь ситуация следующая. Вот если в течение первой половины дня будет откат вниз и, соответственно, пробой, для начала 71,6, потом 71,4, то мы уже сегодня или в понедельник можем вполне получить укрепление рубля с целью движения в район 70-70,5. Если здесь такого движения не возникает, то, соответственно, отсюда нас ждет отскок. В любом случае, в конце недели должны фиксировать позиции. Цель этого отскока – движение в район 72,35, исходя из часового таймфрейма. Соты мы с вами видели, там никто из американских спекулянтов не делает ставку на то, что рубль будет в ближайшее время слабеть. Вот, и поэтому здесь некая подсказка относительно того, что либо текущие значения, либо может быть, разовьется дальнейшее укрепление рубля. С точки зрения монетарных факторов, действительно, это давно должно было произойти. С точки зрения состояния экономики, рублю укрепляться не дадут. Так, друзья, далее серебро, смотрите. Вот здесь у нас есть уровень, который в районе 22,4-22,3 локальный. Если мы сейчас не пробиваем в течение 3 часов вот эти значения, у нас отсюда будет коррекционный отскок, у которого цель движения 22,6. Так, друзья, норильский никель, но здесь на дневках четкая разворотная формация с целью движения уже наконец-то на 23,8. Опять же, обращаю внимание, если будет повторный задерг с пробитием 21 тысячи, то эту всю конструкцию потянут на 17 500, 17 тысяч. Но на дневках здесь четкий разворот. Первая цель движения находится вот здесь, вот 23 150. И вторая цель закрепление выше этого значения. Палладий пытается развернуться. И, соответственно, на фоне этого, на фоне того, что нужны новые идеи, куда качать бабло, норильский никель, я думаю, подхватят на следующей неделе. Так, друзья, далее Русгидро. Ну, смотрите, тут тоже достаточно позитивная ситуация с учетом того, что Китай вроде бы нормально вышел с праздников без похмелья, а американцы договорились по поводу госдолга. Соответственно, здесь весьма вероятно в ближайшее время движение наверх, пробой 81,5 и отработка в течение 1-2 месяцев уровня 94 копейки. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, теперь вы видите, как эта пружина работает. Здесь у нас на текущий момент времени наметилось продолжение движения наверх, но с учетом фактора пятницы, скорее всего, отсюда будет отбой 376 и, соответственно, возврат в район 366 или 361 в конце дня. С учетом позитива по Китаю, по крайней мере, он не обвалился, и уже, слава богу,
может быть прокол и уход в район 380-385. Но обращаю внимание, фактор конца недели потом может сработать, и мы увидим в конце дня попытку сходить в район 363-362. Друзья, ну, в общем-то, все, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.